Привет! Это канал Неместных. С вами Аделина и Константин. И мы сегодня вам покажем удивительной красоты место. Вы уже видите красивые виды, горы. Вот мы находимся, в месте, это Сванетия, находится прямо в центре гор. Добрались мы сюда очень интересно. И вот здесь будет ссылка на выпуск, как же мы сюда добирались, потому что способов много, но популярный и быстрый мы нашли один. Давайте посмотрим, что из себя представляет местечко Сванетия. Неместные на высоте 2300 метров. Опять же каламбур вместе. Здесь по-другому дышится, гораздо легче. Вот. Это самый лучший привет. Полностью успокоите свою нервную систему, избавитесь от всяких стрессов. Люди, у меня одышка. Картинки красивее вы сегодня уже не увидите. Мы живем поодаль от центральной дороги, в таком месте. Опять же каламбур вместе. Смотрите, какие здесь виды. Это вот горы. Вчера был дождь, и облака были прямо на горах. Сегодня тоже облачно, но видно вершина, вот там даже ледник. Здесь такой собор интересный. Просто месте, это такое удивительное место вообще Сванетия. Здесь горы, здесь вот эти вот деревушки среди гор, которые живут свою неспешную, такую, я бы сказала, даже экологичную жизнь. Ну вот кто не был в Сванетии, и кто был в Северной Осетии, наверное, похожие места в Верхнем Феогдоне. Там тоже вы живете в горах, прям в самом центре гор. Также вас везде окружают горы, также на высоте небольшой. Здесь, кстати, высота 1500 метров над уровнем моря. Так что прохладнее. Вот сейчас вот уже 18 градусов, но утром было 15. Поэтому мы такие утепленные. А еще чем хороша жизнь в горах, хотя бы на несколько дней, то что здесь тишина и спокойствие. Воздух не такой влажный, как в Батуми. Здесь сравнительно тише, гораздо тише, чем в Батуми. Нет большого трафика. Ну, здесь как бы деревенька такое, поселение маленькое вместе. Здесь по-другому дышится, гораздо легче. Из-за того, что нет влажности, чуть-чуть попрохладнее, нет жары. И здесь как будто бы чуть-чуть поспокойнее. Время не летит, как в городах больших, а как-то оно тянется. Жители все такие размеренные, спокойные. Здесь абсолютно не нужно торопиться никуда. Здесь все своим таким чередом идет. И нужно привыкнуть к этому ритму, не бежать, не торопиться, а просто вот спокойно жить. И тогда вы почувствуете 100% вот именно атмосферу этого места, аутентичность. Вообще погода такая переменчивая. Утром было плюс 15 и холодно, сыро. Сейчас выглянуло солнце, плюс 22, но при этом мне, например, уже жарко. Дальше мы пойдем с вами чуть повыше, и какая будет там погода, неизвестно и непонятно. Центральная улица, вот она как раз брусчатка. Очень много различных отелей, много магазинчиков маленьких, есть кофейни,
Есть вот такие вот террасы на открытом воздухе. Здесь у нас тоже бар, ресторан. А вот здесь обычно сидят люди, которые продают билеты. Билеты можно взять до Зугдиди, до городка, и также до Батуми, главный вокзал. Можно уехать до Тбилиси, Кутаиси, ну, вы видите, Зугдиди, Батуми, Ужгули. Здесь можно перекусить в Ичкуре. Вот так происходит бронирование. Мы берем билет на обратную дорогу. Стоит $100 на двоих. Вот такие билетики. Такой билет нам дали. Так что мы сейчас идем в самое интересное место. Еще раз хочу отметить, как здесь тихо. Вот на этих улицах, маленьких улочках, тишина и спокойствие. Уши просто отдыхают после города. И пару дней в этом месте могут перезагрузить вас. И прям заставят вас почувствовать совсем другим человеком. Кто-то выходит из дома сюда, вот в этот сад, срывает яблоко, инжир, что там еще есть, гранаты. Просто садится в тень деревьев, слушая только шум реки и ничего более. Но еще птицы поют. И наблюдает каждый день разные горы, потому что с облаками это один вид. Когда облака рассеиваются, мы видим новые пики. И это удивительно, конечно. Я заметил, ты снимала на свой телефон куда-то. А куда ты выкладываешь? Все наше путешествие в режиме реального времени. Здесь и сейчас мы публикуем в наши социальные сети. Вот здесь будут QR-коды, ссылки в описании. Присоединяйтесь и путешествуйте вместе с нами. Да, подписывайтесь на наши соцсети, потому что там вы можете задать вопрос. У нас уже люди спрашивают, как проехать туда, где лучше забронировать. Мы с удовольствием подскажем все, что мы знаем, но мы уже знаем довольно много, поэтому подписывайтесь, там очень интересно. А скоро будет там конкурс. А вот таким живописнейшим местам мы поднимаемся в гору на одну канатную дорогу, которая есть в Сванети. Уже устали. И, кстати, у нас выпуск есть про самую длинную канатную дорогу в Грузии. Кто еще не видел, вот здесь будет ссылка. Заходите, смотрите. Вот, дойдем или нет до этой канатки, а вообще успеем ли мы туда, потому что она закрывается вроде рано. Вот как думаете, что может помешать спать в горах и от чего можно проснуться? Мы сегодня проснулись в 6 утра от необычного звука. Думаем, что это такое? Оказалось, вот. Источник звука. И замолчали. Вот. Колокольчики на коровах, которые ходят с самого-самого раннего утра. Вот так они звенят. Прекрасно. А мы спали с открытым балконом. И вот проснулись в 6 утра. Но ничего страшного, мы погуляли по окрестностям в горах. Очень приятно. Ну вот, спасибо этим милым животным, да? Привет. Передавай привет подписчикам. Вот. Это самый лучший привет. Мы подходим к канатной дороге. Вот так она выглядит. Там, наверное, фотографии можно выкупить. А вот сама станция. Касса. Угу. Сколько же стоит билет?
работает на подъем до 5, с 11 до 5 вечера, на спуск с 11 до 4:30. Ну что, проезд стоит 25 лари. 25 лари на человека, да? На человека, да. Угу. И вот такие вот проходки нам дали. Идти, наверное, туда. Вот здесь мы с вами сейчас находимся. Отсюда мы стартуем. Это называется канатная дорога Хацвали. Вот мы сейчас поднимемся по ней. Далее слезем. Пройдем пешком до канатной дороги Зурульди. И уже по Зурульди поднимемся на высоту 2348 метров. Вот такой нам с вами предстоит сейчас путь. Встаем вот на такой помост деревянный. И вот наша сидушечка. Открытая, смотрите. Сверху только такая вот штука. Вот. Сели, главное. Что-то очень много пустых оттуда возвращается. А мы все удаляемся от Земли в космос. Вон там где-то космос. Ух, сколько зелени, да? Повыше, чем в Батуми. Повыше, чем в Батуми, думаешь? Ну нет, здесь просто открытое. Открытое, поэтому здесь кажется так пострашнее. Так вот туда заглянешь, ух, там туда упадешь, хорошо будет. Но мы нет, мы не собираемся падать, потому что мы закреплены. У меня в кармане телефон, который почти вывалился, представляешь? Реально? Да. Ну что ли? Ух! Я буду его держать в руке, но я думаю, не удержу все равно. А здесь еще и наушники. Хорошо, хорошо, идем. Давай я в карман свой уберу. Вы бы знали, какой здесь стоит сейчас воздух, ароматы, хвоя, травы все различные, земляной, какой-то древесный. Тебе страшно? Нет, я люблю канатки. Аделине вообще ничего никогда не страшно, она любит такие вот экстремальные. Но я тоже не боюсь высоты, просто немножко жутковато, что можешь что-то уронить. Вот наушники, например. У нас слишком много болтовни, лучше смотрите, какие здесь виды. Да, хотели бы вам сказать одну такую вещь. Нам очень приятно, когда к нам подходят подписчики, уже нас узнают в городе Батуми, здороваются и узнают что-то новое. Ну, это очень приятно, поэтому не стесняйтесь, подходите. Привет нашим подписчикам, которые из Казахстана прилетели в Батуми, чтобы погулять. Мы им подсказали несколько мест, куда можно сходить. Ну и в целом смотрите наши видео. Кто еще не подписан, подписывайтесь. В ближайший год будет очень много контента про Батуми. Очень полезный, вообще суперский. Мы знаем, что вам нужно, мы знаем ваши запросы. И напишите, если у вас есть какие-то интересные темы, которые можно осветить, или вы чем-то интересуетесь в городе Батуми, да и в целом в Грузии, пишите. У нас планируется в Тбилиси путешествие, ну и так далее. Мы подъезжаем к конечной точке, а вот здесь фотограф сидит. Но это еще не последняя наша переправа. Поднимешь? Давай. О! Здесь главное вовремя слезть. Оп-оп-оп. И пойти дальше. А дальше нас ждет вторая часть канатной дороги, о которой мы с вами говорили, видя на схеме. И там мы видим уже закрытые кабинки. А сейчас мы видим, подходим к канатной дороге ко второй и видим, что кабинки-то встали, движение остановилось, у нас флешбэк. Помните, вот прям совсем недавно также остановилась канатная дорога из-за отключения электричества, и мы вообще не знали, спустимся мы или нет. И также прямо перед нами. И также а теперь мы не знаем, поднимемся мы или нет.
кто грешил? Не знаю. Идем проверять. Здесь уже закрытые, крытые кабинки. Так. Ох, какие они. Раз, сели. И поехали, и пока не застряли. Не застряли. Классно, когда есть возможность ехать вдвоем. Мы преодолели высоту 2000 метров, смотрите. 2072 метра уже над уровнем моря. Кто из вас был на такой высоте? Напишите. И вообще, на какой максимальной высоте вы были над уровнем моря? И потом я знаю, что на уровне от 2000 метров уже начинается такой разряженный воздух. И у некоторых людей первые такие признаки кислородного голодания. У нас такого как будто бы не было. У нас такое случалось на высоте сколько метров? От 3000, да? Выше 4000, когда мы поднимались на Эльбрус, на канатной дороге. И около 4000, да, уже началось вот это вот, когда каждое движение дает тебе сложнее, чем обычно. Не местные на высоте 2300 метров. Картинки красивее вы сегодня уже не увидите. На самой вершине, куда мы поднялись, увидели такой стенд, где указаны треки, ну точнее эти тропы для трекинга. Вот здесь описание, сколько они, по длина их, сложность. Вот 9,9 километров, есть 8,8. Походить бы там как-нибудь обязательно. Мы сейчас на высоте 2346 метров. Мы находимся здесь уже, наверное, час-полтора, но людей меньше не становится. И здесь есть вот такой вот шалаш. Но сейчас, конечно, здесь много людей, но вообще лестница, вот видите, прям какой большой. Ой, шаг. Идти нужно аккуратно. Как-то они местами отсутствуют. И поднимаясь сюда, здесь есть гамак, где вы можете полежать. А также вид на ледники. Есть вот такой вот смотровой, но, как обычно, стоит это, наверное, 1 лари. Сейчас мы... это здесь бесплатно. Удивительно. И, в общем, можете понаблюдать за вот этими ледниками. Люди, у меня одышка. Я только что поднялся по этим ступенькам. Представляете, до сих пор тяжело дышу. Сказывается, что мы на высоте 2300 метров. Здесь немножко тяжелее, как будто бы дается каждый шаг. И реально я ощутил вообще необычное чувство. Когда мы были на Эльбрусе, ну, на высоте 4000, там это в 5 раз сильнее. То есть я шаг делаю, одышка такая сильная. А тут вот чуть-чуть чувствуется. Так что необычное чувство. Представляем вам главного метеоролога страны и вообще мира. Вот так, именно так делаются прогнозы погоды. Что там видно, Аделина Эдуардовна? Видно ледники, потрясающе просто. Ледник Ужба, на который поднимаются альпинисты каждый год, и очень много... Точно видно Ужбу? Видно один... Ага, что там такое? Кто летит? Орел? Орел. Горный орел. Красиво. Ну, мутно видно, конечно. Мутно.
Все-таки Ларри не хватает для идеального вида. Ну, в общем-то, это нас зовут, это на обед зовут. В общем-то, на этом здесь смотровая площадка. Урок закончен, давай пошути еще. Урок закончен, перемена. Перемена, она ограничена. Ну а мы, наверное, спускаемся вниз. Перед обратной дорогой вниз, вместе, мы сидим вот с таким видом. Это все горы, облака, горы, облака. И такая здесь тишина, только стрекочут насекомые, красивые ледники. В общем, можно писать картину. Я не знаю, возможно ли вообще в горах быть равнодушным. Да, быть равнодушным к горам, и вообще возможно ли в горах быть каким-то сумбурным, чтобы мысли были хаотичны. Мне кажется, здесь хочешь ты того или нет, но немножко как-то все в голове структурируется. По мне, как медитация в горах. Да. Ты сидишь, никаких лишних шумов, ты просто смотришь на горы, статичную картинку, но очень красивую, и ты мыслями как будто бы уходишь от всех забот, от суеты и погружаешься вот в такую умиротворенность и очень классную атмосферу, и прям сливаешься с природой. Но это классное чувство. Я думаю, если здесь пожить несколько дней, то вы полностью успокоите свою нервную систему, избавитесь от всяких стрессов и просто перезагрузите свой организм. Совершенно верно. Всего 2 часа в горах зарядили нас оптимизмом, таким, я не знаю, замотивировали нас, я не знаю, как это объяснить, возможно. Вдохновили, да. Почему это происходит, не знаю, но горы очень сильно вдохновляют. И мы прям чувствуем заряд бодрости, сил, готовность к любым вообще делам. Чувствуешь в себе такую невероятную энергию и, главное, возможность делать все эти дела, реализовывать планы, идеи. И самое главное, что оказывается, самые-самые смелые, потаенные какие-то мечты и желания — это не мечты, это цели, к которым можно весьма реально прийти. Едем вниз.